Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, это канал о вязании. И сегодня я хотела бы вам представить вот такой роскошнейший джемперочек. Несмотря на свою кажущуюся простоту, это очень элегантная модель. Посмотрите, любая дама в нем будет чувствовать себя королевой. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. Несмотря на то, что у нас ажурная вязка идет только по рукавчикам, да, а здесь просто лицевая гладь во всем изделии используется, посмотрите, это очень эффектно и, повторю, элегантно смотрится, согласитесь. И вот такой сегодня интересный джемпер у нас с вами на повестке дня. Я составила описание. У нас есть выкройка, схема. Как обычно, будет под видео размещено описание. На маленький размер я сделала. И на свой, как говорится, на свое усмотрение изменила несколько выкройку. Там будут размеры в моем описании не совсем такие, как на выкройке, девочки. И я это поясню. Пожалуйста, кому это будет важно, обязательно на это обратите внимание. А вообще, как вы поняли, этот джемпер можно связать на любой размер. Здесь нет никаких сложностей. Вяжется джемпер сверху вниз. И как его вязать технологически, да, я вам сейчас расскажу. Для вязания этой красивой ажурной кофточки я выбрала пряжу Alize Superlana Classic. Полушерстяная пряжа, 25% не шерсть, остальное акрил, 75%. И метраж в 100 грамм 280 метров. Это турецкая пряжа, она очень хорошей скруточки. Используется высокообъемный акрил. Мне очень она нравится, симпатизирует эта пряжа. Она мягкая, приятная такая на ощупь. И очень красиво смотрится она в любом изделии. Что вы вяжете плотную вязку, что ажуры. Вот смотрите, вот у меня связанный образец, да? И вот здесь два рапортика у меня, узорчика нашего. Вы можете это наблюдать, как это смотрится в полный, как говорится, рост. Два рапорта. Красивый, необычный узор. Честно сказать, я такой еще не видела, не вязала. Поэтому мне было интересно связать, попробовать именно данную схему. Я использовала спицы 3,5. Вот. И, в общем, очень удовлетворена результатом, поскольку узор мне понравился, как вязать. Особо задумываться не нужно. Видите, здесь как бы повтор идет у нас рапортов, да, но как бы вот эти элементы, правая и левая часть в шахматном порядке меняются, да. Вот. Причем вяжем мы, отдыхаем в изнаночных рядах, там мы вяжем, как смотрят петельки, да. Поэтому в этом плане я очень люблю такие узорчики, когда ты лицевой ряд напрягаешься, смотришь схему, да, а потом в изнаночном вяжешь как автомат, да, очень удобно. Так, ну а по поводу узора, как видите, это очень красиво, девочки, необычно красиво. Вот такая вот ажурная дорожка идет у нас по рукавам, да, по плечам. В общем, эффектно очень смотрится узорчик. Вот. И если вы еще не вязали такой узор,
не встречался он вам, я советую взять его вам на заметку. Вы можете какое-то другое изделие из него связать, потому что узор достоин внимания. Интересный, красивый узорчик. Эту модель я нашла на одном из иностранных сайтов. И, судя по языку, я так поняла, что это что-то испанское. Честно сказать, автоматический переводчик мне перевел это как язык, знаете, каталанский. Я посмотрела по интернету, Каталания – это что-то там связанное с Испанией и около нее находится. Да? Там говорят люди на каталанском языке. То есть это Европа, Южная Европа, скажем так. Возможно, я ошибаюсь, но перевод был именно автоматом. Программа определила как каталанский язык. И вот здесь вот надпись, как вы видите, рядом с девушкой написано «Время вязать с Томи». Вот эта надпись. Свеженькая совсем модель, как видите, 2020 года. Вот. И очень она мне приглянулась своей такой какой-то эстетичностью, что ли, оригинальностью, да. Вроде бы все просто, а в то же время прям интересно смотрится, да. Я так поняла, что это у нас машинная вязка, потому что вот видите, как горловина обработана, да. Вот кажется, что это машинная вязка. Очень плотненько так все связано. Вот. Возможно, я ошибаюсь, мои хорошие, и это ручная вязка. Но, однако же, есть такая, как говорится, тема, что, возможно, это машинная вязка. Так, давайте я вам покажу, что было, значит, вот так была страница с описанием выглядела. Видите? Вот такая схема, вот такая выкройка. Все это, конечно, у меня есть в более приближенном варианте. И я вам сейчас схемочку продемонстрирую. Так, вот у нас схема. Мелкая-примелкая, мутная-примутная. Но все равно вязать вполне можно. Все здесь понятно. Значки. Вот эти расплывчатые линии горизонтальные. Горизонтальные – это изнаночные, вертикальные вот это полосочки. Это, как всегда, лицевые. Да? Кружочек – это накид. Значок вот такой, треугольничек наклоненный с палочкой вверху. Это 2 вместе лицевой с наклоном влево. Соответственно, в зеркальном отображении этот знак обозначает 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Вот и все знаки, условные обозначения. Так, с этим мы разобрались. Раппорт узора составляет 27 петель и 32 ряда в высоту. И мы с вами его сегодня свяжем. Теперь посложнее будет, значит, разбор полетов с выкройкой. Вот так выглядит выкройка родная, да? И я посмотрела на ширину спинки и немножко ужахнулась, потому что 44 сантиметра, но это уж очень узко, на мой взгляд. Я на свой страх и риск сделала здесь 47, девочки, сантиметров на маленький размер, да? Вот, длина у нас рукавчика 30 сантиметров. Вот здесь вот, видите, длина рукавчика, да? Ну и тут другие габариты проставлены. Горловина, вот, значит, по мнению автора, 16 сантиметров нужно. И глубина горловины 6 сантиметров. Показываю описание, мои хорошие. И пока не убрала выкройку, заостряю внимание на том, что здесь вы ставите свои размеры. Вы прикидываете, да, сколько вам нужно ширина изделия, да, ширина спинки и переда, да, какая у вас планируется длина рукава, сами прикидываете, да, от горловины берете любой свой джемпер, который на вас отлично сидит, ими измеряете, да, это все элементарно сделать. Вы видели, что у модели рукава не совсем длинные, да, они у нас как бы идут 3/4, видите, укороченный такой вариант идет.
Вот, поэтому я рекомендую вам, либо вы делаете 3/4, хотя тут ни 3/4, ни длинные, не пойми. Что-то среднее, да. В общем, рукав регулируете по своему вкусу, девочки. Ширину регулируете, ширину спинки, полочки по своему вкусу. Вы видите, что здесь нет шва, да, и связано тело джемпера в круговую, на круговых спицах, да. Но на большие размеры я все-таки вам посоветовала бы, девочки, сделать со швом. Знаете почему? Потому что полотно при круговом вязании часто перекашивается. Да. И на маленьком размере это как-то еще не очень заметно, а вот на большом уже становится этот перекос сильно заметен. Я бы сделала для себя, вот у меня там 50-52, я бы сделала шов. Да, да. Это мое личное мнение, вы можете с ним не соглашаться, просто я вот вам советую. Так. И что касается описания, смотрите, мои хорошие, ой, это я вам этот перевод показываю. В общем, вот этот перевод я сделала, и у меня получилось вот так на русском языке написано. Плотность мы считаем с вами, да, в конце видео, как обычно, после вязания образца. И вот здесь я пишу, как я считаю попетельно расположить нам все согласно нашей выкройке, да. Я вам рассказала, что на выкройке я изменила ширину, да, спинки и переда, а так, собственно, в выкройке там все соответствует, да, длина рукава соответствует и так далее. Вот. Автор исполнения, то есть вот написано исполнение, я так понимаю, что это автор модели Мария Дирма Сильва для ателье. Не буду читать, потому что могу ошибиться. Я не владею испанским языком. Так, и вот так в оригинале выглядело это описание. 38 размер они считают, европейский размер 38, девочки, это 44. И, как вы видели, ширина спинки 44 сантиметра. Ну, это уж прям совсем облегающая будет модель. Все-таки с 3 сантиметра, я посчитала, нужно прибавить на свободное облегание. Если хотите, вяжите четко по их вот этому описанию, и я вам могу его оставить под видео наравне со своим описанием. Повторюсь, петли у нас по-разному здесь звучат, но если вам интересно будет почитать и перевести родное описание, я вам вот в таком вот виде могу это все оставить. Я вам оставлю это под видео. Возможно, кто-то из вас имеет какой-то там испанский навык языка, да, и вам это будет больше понятно. Может быть, вы захотите по оригиналу напрямую связать. Я не знаю, какая здесь пряжа. Вот здесь вот условное обозначение, вернее, сокращения вот какие-то были. Я их даже не стала вставлять в свое описание. Не имеет ни смысла. Вот, мои хорошие, вот такая вот особенность, да. И вы, наверное, поняли, как вязать, а я вот не рассказала. Я еще на этом останавливаюсь в конце нашего видео. Я подробно там рассказываю, как я что планировала бы сделать, да. Но я вам объясняю. Смотрите, вяжутся полоски. Я вам сейчас очень кратко объясню. Вяжутся полосочки вот эти ажурные, вот по 44 сантиметра, они в длину справа и слева, видите, располагаются, да. И сейчас нам желательно с вами вот так я разверну кверх ногами, так будет понятно. Смотрите, мои хорошие, полоски вы складываете, в общем, по краю полоски, вот правая, да, левая часть. Мы набираем, поднимаем петли, определенное количество, все будет в описании. Вот по краю, да, справа налево начинаем действовать. Подняли определенное количество петель равномерно. Затем добрали, скажем так, определенное количество петель для горловины, да, и затем опять подняли по второй полоске
также петли. Смотрите, чтобы у вас лежало направление узора правильно, да, одинаково в зеркальном отображении друг от друга. Смотрите, не перепутайте направление узоров. Сюда, значит, как вот мы вязали узор, вот так направление по этому рукаву. И также в зеркальном отображении узор должен идти по этому рукаву. Вот мы все это подняли, да, определенное количество петель, и единым полотном вяжем в высоту 12 рядов. Тут вот у нас совпадает с оригиналом по плотности. 12 рядов связали и начинаем вязать скос. Да. Как рассчитать этот скос, я вам рассказываю в конце видео. Да. Смотрите, высота скоса 4 сантиметра. Да, и мы определяем, вертикальная плотность у нас известна, и мы эти 4 сантиметра умножаем на вертикальную плотность, девочки. И у нас с вами получается 10, там, в общем, по-моему, 10 рядов. 10 рядов, да, и вот нам эти 10 рядов нужно определенное количество петель расположить, убавить, да, равномерно. И как это сделать, что поделить, я вам там рассказываю. Вот. Это вот такой один из острых моментов вязания. А потом, когда вы уже все эти рукавчики закрыли, петельки по рукавчику, вы спокойно вяжете вот так вверх, да, вяжете полотно на высоту, какую вам нужно. Тут вот 40 сантиметров по выкройке. Вы сами прикиньте, какая у вас там будет. Ну, получается обычно, если пройма у нас около 20 сантиметров, а тут сколько у нас? 6, 5 и 4. Сколько это получается? Сейчас я вам скажу, девочки. 11 плюс 4. Ну, это вообще никуда не годится. 15 сантиметров. Это, ну, очень узко. Конечно же, здесь надо побольше сделать. Вот так. Прям, ну, совсем на какого-то очень худого человека выкройка дана. В общем, мои хорошие, здесь получается 55 сантиметров общая длина. Но уж очень узкая проймочка. Очень узкая. 15 сантиметров. Нет, наверное, это не годится. Ну уж куда ни шло, 16-17, но 15 не согласна я. Так, ну опять-таки, смотрите сами. Возможно, автор модели прав. Возможно, это на очень худого человека сделано. Так. И мы с вами продолжаем вязать на нужную вам высоту, длину изделия. Да? И здесь обязательно я планирую сделать планочку 2 сантиметрами платочной вязки. Все-таки, когда край обрывается лицевой гладью, он будет все время закручиваться. Учтите это, пожалуйста. Да? Вот такая вот особенность вязания. Либо вы на круговых спицах вяжете, да? Либо вы отдельно вяжете и потом делаете швы. Вот таким образом. Я надеюсь, доступно это вам пояснила и объяснила. Так, а теперь давайте приступим с вами, девочки, к вязанию узора. Это тоже очень важно. Там тоже есть свои, значит, особенности. Раппорт узора у нас составляет 27 петель и 2 кромочные. Мы набираем для образца 29 петель. Спицы у меня номер 3,5. И вяжем. Первый ряд вяжем 5 лицевых, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, лицевая, изнаночная, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, изнаночная и 5 лицевых. Кромочную вяжем изнаночной. Второй ряд и все четные ряды вяжем, как смотрят петли. Третий ряд вяжем 5 лицевых,
изнаночная. Дальше 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, лицевая, изнаночная, лицевая, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, изнаночная, 5 лицевых. Кромочную вяжем изнаночной. 4-й ряд вяжем, как смотрят петли. 5-й ряд. 5 лицевых, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, лицевая, изнаночная, 2 лицевые, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, изнаночная, 5 лицевых. Кромочную вяжем изнаночной. 6-й ряд вяжем, как смотрят петли. У нас с вами 7-й ряд. Вяжем 5 лицевых, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, лицевая, изнаночная, 3 лицевые, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная и 5 лицевых. Кромочную вяжем изнаночной. Так, 8-й ряд вяжем, как смотрят петли. Вяжем с вами 9-й ряд. 5 лицевых, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, лицевая, изнаночная, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, изнаночная и 5 лицевых. Кромочную вяжем изнаночной. 10-й ряд вяжем, как смотрят петли. 11-й ряд вяжем с вами. Итак, 5 лицевых, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, лицевая, изнаночная, лицевая, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, изнаночная, 5 лицевых. Кромочную вяжем изнаночной. Провязали. 12-й ряд вяжем, как смотрят петли. 13-й ряд. 5 лицевых, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, лицевая, изнаночная, 2 лицевые, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, изнаночная, 5 лицевых. Кромочную вяжем изнаночной. Так,
Далее у нас идет с вами 14 ряд. Вяжем, как смотрят петли. 15 ряд вяжем. 5 лицевых. Изнаночная. 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, лицевая, изнаночная, 3 лицевые, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная и 5 лицевых. Кромочную вяжем изнаночной. 16 ряд вяжем, как смотрят петли. У нас с вами 17 ряд. Вяжем 5 лицевых, изнаночная, 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. В этом случае я петельки меняю местами. Девочки, мне так удобно. Первая за работой, вторая перед работой. Я их поменяла местами, провязала одной лицевой. Дальше 2 лицевые, накид, изнаночная, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Так, и изнаночная, 5 лицевых. Кромочную вяжем изнаночной. 18 ряд вяжем, как смотрят петли. У нас с вами 19 ряд. Вяжем 5 лицевых, изнаночная, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, накид, лицевая. Дальше вяжем изнаночная, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, изнаночная и 5 лицевых. Кромочная, изнаночная. 20 ряд вяжем, как смотрят петли. 21 ряд. Итак, у нас 5 лицевых, как всегда в начале ряда, изнаночная. Дальше вяжем лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, накид, 2 лицевые, изнаночная, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, изнаночная, 5 лицевых. Кромочную вяжем изнаночной. 22 ряд вяжем, как смотрят петли. 23 ряд. 5 лицевых, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, накид, 3 лицевые, изнаночная, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, изнаночная, 5 лицевых.
Кромочную вяжем изнаночной. Так, 24 ряд вяжем, как смотрят петли. 25 ряд, девочки. 5 лицевых вяжем, изнаночная. Далее 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, накид, изнаночная, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, изнаночная, 5 лицевых. Кромочную вяжем изнаночной. И у нас с вами 26 ряд. Вяжем, как смотрят петли. 27 ряд. 5 лицевых, изнаночная, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, накид, лицевая, изнаночная, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, изнаночная и 5 лицевых. Кромочную вяжем изнаночной. 28 ряд. Вяжем, как смотрят петли. Так, у нас с вами 29 ряд. Вяжем 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Изнаночная, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, накид, 2 лицевые, изнаночная, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, изнаночная и 5 лицевых. Так, и 30 ряд, девочки, вяжем, как смотрят петли. 31 ряд вяжем. Начинаем 5 лицевых, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, накид, 3 лицевые, изнаночная, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, изнаночная, 5 лицевых. 32 ряд вяжем, как смотрят петли. Сейчас мы будем делать с вами влажную тепловую обработку паром горячим. Вот у меня утюг с горячим паром. Растягиваем как можно наш влажный образец, чтобы он приобрел тот самый вид, который будет после стирки нашего изделия. Но я думаю, что здесь необходимо и с изнаночной стороны тоже самое сделать, поскольку он очень закругляется. Да? Итак, дадим ему высохнуть. Так, пусть сохнет, принимает вот этот вид. Конечно, лицевая гладь закругляется,
Но это не смертельно. Мы по этому краю будем набирать петли, девочки. Поэтому это все выровняется и будет очень красиво выглядеть. Так, теперь наша с вами задача, девочки, измерить ширину вязаного полотна. Так, вот у меня, значит, я приложила линеечку 15,5. Так, давайте еще вот здесь посмотрим. Ну да, собственно, 16. Да, давайте, ну, в общем, 15,5, 16. Ладно, возьмем 16. Так, и, в общем, смотрите, мы набирали с вами 29 петель. И делим мы это на ширину нашего вязаного полотна 16 сантиметров. У меня получилось 1,8 плотность наша образца. Так, и мы это записываем сейчас. Я пишу, что в 1 сантиметре 1,8 петель. Теперь давайте с вами измерим вертикальную плотность. Для этого нам также нужно померить связанный наш образец. Но он у нас, видите, как тут заканчивается, начинается, да? Немного он у нас тут не... Мы его вот так выпрямим и замеряем. Все равно замеряем. Так. И меряем. Ну, 26 получается сантиметров. Сейчас еще раз. 26,5, девочки. Это будет все-таки больше, правильно. 26,5. И у меня здесь связано 2 раппорта. 54 ряда надо поделить на 26,5 сантиметров. Давайте делить. 64 ряда на 26,5. 2,4 плотность по вертикали. И записываем здесь, что в 1 сантиметре у нас 2,4 ряда. Так. Вот такой расклад. Смотрите, мои хорошие, особенность, я вам уже рассказывала данной модели, данной выкройки. Она, конечно, у нас интересная такая модель. Вяжется не совсем обычным способом. Наш с вами ажур находится, как вы поняли, вот эта часть его. Раз справа, да, и здесь слева. Мы должны связать с вами, значит, 2 полоски по 44 сантиметра. При нашей плотности 44 сантиметра умножить на 2,4. Это будет 105 рядов. 105 рядов. И там еще у нас идут 2 ряда платочной вязки. Ну, в общем, мы про узор сейчас говорим. Наверное, 2 ряда мы исключаем. У нас получается 103 ряда, девочки. Будет у нас идти узор в ширину. Вернее, ну как, в длину, скажем так, да? В длину. Вот здесь у нас будет с вами вырез горловины формироваться, да? То есть здесь мы делаем пропуск на 16 сантиметров. Здесь потом будет у нас набираться на планку петельки по вырезу горловины. Так, и смотрите, какая дальше особенность. Дальше мы по краю, вот мы с вами также свяжем 44 сантиметра, да, вот такую красоту. Потом мы по краю нашего полотна вот так и справа, и слева будем поднимать петли. Петельки будем поднимать. И узнаем, сколько петелек нам понадобится на весь размах набрать нашего изделия. Видите, сюда идут в счет и рукавчики, да, и уже само полотно спинки полочки переда. Короче, это прям максимальная получается такая ширина. И вот эту максимальную ширину мы должны с вами определить по нашей плотности. Полный размах нашего крыла, скажем так, да,
вместе с учетом длины рукавчиков, ширины переда, получается 104 сантиметра. Вот по выкройке это значит 44 сантиметра. Это наша с вами ширина изделия. И 30 сантиметров рукав. 2 раза по 30 и 1 раз 44, да? Но вот это 44, это, конечно, очень маленький размер. Здесь, конечно, это надо будет корректировать. 44 сантиметра это на 42 размер, да? На 44 это будет где-то 47 сантиметров, да? Так, на 46 это где-то будет 49 сантиметров. На 48 это будет где-то 51 сантиметр. То есть вот такой где-то расклад, девочки, усредненный, я вам говорю. И также, наверное, с каждым размером, увеличением размера, надо будет подлиннее делать рукавчики. Вот 30 сантиметров, ну, скорее всего, рукав надо сделать подлиннее. Конечно, на модели он, по-моему, 3/4, да, такой укороченный рукав. Но я бы вам посоветовала сделать подлиннее, если вы захотите полноценный. Я вам сейчас рассказываю логику моих измышлений, размышлений и расчета, да, как вы будете поступать. Вот смотрите, вы определяете, значит, размах вашего рукава, то есть длину рукава до линии проймы, вот так, да, определяете справа-слева, да, ширину вашей спинки сюда приплюсовываете, и эту величину умножаете на плотность 1,8 в моем случае, да, и получается у нас 187 петель. Далее надо учесть, что у нас с вами есть здесь вырез горловины, да, вот, и на него будет приходиться 29 петель, я посчитала. Я 16 сантиметров умножила на нашу плотность 1,8. У меня получилось 29 петель. 29 петель приходится 9,30. Вот так, да? Это понятно. Далее, смотрите, набрали мы все это дело. И начинаем с вами вязать. Вяжем 5 сантиметров. 5 сантиметров вот на полную нашу катушку, как говорится, 187 петель. Так. Вяжем последовательно, то есть вначале вяжем часть, которая будет спинкой считаться, и она будет зеркальная абсолютно, и перед, да, они вяжутся одинаково совершенно. Вот, вы связали на 5 сантиметров высоту. Я вам могу сказать, 5 умножить на 2,4, это наша плотность по вертикали, и мы получим с вами сколько рядов, сейчас я вам скажу. 5 на 2,4, 12 рядов, девочки, мы вяжем с вами высоту, и затем у нас начинаются убавки идти, убавки, чтобы посчитать вот этот скос, да, вот видите, у нас скос. Мы знаем, что он у нас 30 сантиметров, да, и у нас с вами на каждую, нам надо сейчас с вами определиться, вот эти петельки нам надо разделить с вами, значит, на 44 сантиметра, сколько придется на 44 сантиметра, сколько придется на 30 сантиметров, да, то есть я должна 44 умножить на нашу плотность 1,8, и у меня получится это, ну пусть будет 80 петель. Я пишу 80 петель. Приходится на ширину спинки. Сколько у нас приходится на рукава? А это все, что осталось. Мы из 187. Знаете, 187 мне не нравится. Все-таки тут будет деление. Сейчас должно быть симметрия. 188 пусть будет ну, вот в сторону четного числа. Так, и мы с вами сейчас из 188 отнимем 80 петель, приходящиеся на спинку. Это будет 108. И 108 мы поделим на 2. У нас же 2 рукава. На каждый рукав должно прийтись по 54 петли. Да? Вот здесь я пишу 54. Это длина нашего рукава.
Вы также будете делать, берете свою выкройку, такую же делаете, да, рисуете, хотите от руки, хотите распечатывать, она будет в общем доступе. И вот так распределяйте, мои хорошие. 54 петли сюда, 54 петли сюда, и по центру у нас будет центральная середина наша, это 80 петель. Вот такой расклад. Так, и что мы далее с вами делаем? А далее 54 петли нам нужно с вами убавлять так, чтобы равномерно это сделать. Равномерно. Как мы будем это делать? Итак, мои хорошие, смотрите, какой расклад. Я перевернула нашу выкройку и нарисовала вот такой, чтобы было понятно, что у нас вот так идет скос. И мы должны его с вами сформировать. То есть мы будем с вами убавки делать справа и слева. Да? Представьте, что вы вот так вяжете. Да? И вот вам нужно сделать убавки. У нас 4 сантиметра высота скоса. Вот такой он крутой. И если по нашей плотности считать, по вертикальной, я 4 умножила на 2,4, в среднем это 10 рядов. Вот на 10 рядов нам надо с вами полностью избавиться от 54 петель, да, то есть распределить их равномерно. И я предлагаю такой расклад. Либо вы, значит, поскольку мы будем вязать поворотными рядами, да, здесь какой расклад возможен? Всего лишь один расклад, девочки. В каждом втором ряду мы будем убавлять с вами, закрывать по 10 петель. Да? То есть в каждом втором ряду по 10 петель. И это будет у нас всего 5 раз. Такое действие мы будем повторять. Вот таким образом мы с вами избавимся от 54 петель. Да? И справа мы так будем делать, и слева одновременно и симметрично. Да? И должно у нас остаться с вами 80 петель на нашу спинку. Вот. Это, наверное, был самый сложный момент. Так, после того, девочки, как вы свяжете вот эти вот убавочки, избавитесь от этих рукавчиков, да, все эти скосы свяжете, у вас должно остаться вот это количество петель, и вы вяжете, продолжайте вот таким образом, продолжайте вязать. Направление вязания будет сверху вниз, да? Вы вяжете, 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 и здесь у вас окончательно заканчивается на нужную вам опять-таки высоту, да? Вот на выкройке это 40 сантиметров. Вы можете сделать подлиннее, покороче, ну короче уж куда, да? А подлиннее вполне, наверное, можно сделать, да? То есть имейте вот это вот в виду, мои хорошие. Вот. Эта выкройка дана на очень маленький размер, хочу я вам сказать. Поэтому обязательно надо здесь сделать корректировку под себя. Я вам сейчас объясняю просто принцип вязания данной модели. Вы вяжете и закрываете петельки. Платочной вязкой желательно закрыть. 2 ряда провязать, как мы делали с вами, когда начинали вот эти планки, да, вот эти, тут вот, когда вязали, начинали вот платочной вязкой. Это хорошо так для края, а то видите, какой край получился. Ну, хотя, можно и так. Сейчас любят всякие креативные идеи, да, использовать, особенно вот тоже вязание много. Не будет это грубо казаться, если вы вот так начнете вязать. Ну, просто как бы само по себе платочная вязка — это край, платочная вязка очень удобен. Но и так тоже неплохо будет смотреться. Такая особенность. Вот, и вы вяжете, девочки, можно круговым вязанием. То есть вы, значит, делаете это по переду, потом также аналогично делаете по спинке, да, объединяете эти вот петли, которые у вас останутся, 80 спинки, 80 спереда, и вяжете круговым вот таким вязанием, да, на круговых спицах. Такой вариант тоже рассматривается. Можно со швом, то есть сделать по бокам, а можно, как я вам сказала, круговыми спицами. Но это опять-таки
ваше решение. Здесь я вам ничего рекомендовать не буду. Я просто вам подсказываю все возможные варианты вязания этой модели. Так, после того, как вы все это свяжете, мои хорошие, вам необходимо будет обвязать на круговых спицах горловину. Горловиночку вы будете также поднимать петельки. Вот у вас тут будет вот прямоугольность. Вот. И я думаю, что надо будет немного это все скруглить, когда вы поднимете петельки, да. И на какой вам нужно там высоту свяжете. Хотите резиночкой 1 на 1. В общем, это тоже на вашу фантазию. Отделка горловины — это тоже на вашу фантазию, да. То есть вот то, что мы видим с вами на модели, это похоже все-таки машинная вязка, да, которая как бы немного по-другому дает эффект, но суть, в принципе, все равно. Я, конечно, могу ошибаться, что это машинная вязка, но мне показалось, что это машинная вязка, девочки. Это не ручное вязание. Возможно, я ошибаюсь. Вот. В общем, вот такой вот принцип вязания, мои хорошие. Надеюсь, у вас все получится. Вы поняли, что к чему и как. Все-таки эта модель, конечно, не для начинающего далеко, а для опытных вязальщиц. И вам я не думаю, что нужно все это прям так досконально объяснять. Вот. Я думаю, что у вас опыта не меньше, чем у меня, и вы это все сами, в принципе, сможете осилить, понять и связать такой красивый, чудесный джемперок таким необычным способом, как бы, да, как бы нестандартным, не классическая выкройка. Вот. Но модель все-таки, согласитесь, эффектная, такая стильная, прям заглядение. Я желаю вам удачи и до новых встреч!